Всем привет! Вы на канале Freaky New York. С вами Влад. И здесь я рассказываю про все самое прикольное, забавное, удивительное и секретное в Нью-Йорке. И сегодня речь пойдет про нью-йоркское метро. Поскольку оно считается одним из самых сложных метро в мире для пользования, этот ролик будет полезен как тем, кто собирается прилететь в Нью-Йорк, так и тем, кто уже живет в США, но в других городах. А также этот ролик будет полезен всем тем, кто просто хочет обогатить свои знания, но не собирается прилетать в Нью-Йорк. Поскольку вы можете посмотреть этот ролик и сравнить его с метро в вашем городе. Ну а пока идет короткая заставка, подпишись на канал, 3, 2, 1 и погнали! Давайте начнем с общей информации. Помимо того, что нью-йоркское метро самое крупное в мире по протяженности линий, так оно еще и самое крупное в мире по количеству станций. Их здесь 472, примерно 40% из которых находятся над землей. Все началось в 1868 году. Изначально поезда работали на канатной тяге, и в 1871 году переключились на паровые двигатели, а в 1890 наконец начали работать на электричестве. Изначально метро принадлежало двум частным компаниям – BMT – Brooklyn Manhattan Transit Corporation и IRT – Interborough Rapid Transit Company. Плюс сам город участвовал в развитии транспортной системы. Так, например, в 1932 году была создана Independent Subway System – IND. И в итоге в 1940 году Нью-Йорк выкупил две другие компании, но к этому времени они уже успели наворочить хер пойми чего. Таким образом, в настоящий момент мы имеем 28 маршрутов на 36 линиях. Все эти маршруты вы можете видеть на экране. Также я отдельно выделил транспорт, что принадлежит MTA, но не является непосредственно метро. Вы наверняка обратили внимание, что маршруту метро соответствует цифра или буква в кружочке определенного цвета. Такой формат сохранился примерно с 1967-68 года, когда был завершен проект The Krusty Street Connection, соединивший линии BMT и IND. Но как же мы вообще пришли к этому? Отмотаем время немного назад. До 1925 года в названии маршрута использовалась компания и ее направление, например IRT Broadway Line. В 1925 BMT ввела систему нумерации от 1 до 16, но практически не появлялась на поездах из-за их устарелости. С 1932 года с созданием IND появилась буквенная система обозначения от A до H и S Special для особых случаев. В 1948 году появился на тот момент новый тип вагона R12, а с ним и введение циферной системы на линиях IRT. В 1960-х маршруты BMT были переименованы из циферных в буквенные. В 1967-1968 годах произошло объединение BMT и IND в так называемый дивизион B, за которыми остались буквенные маршруты. А вот IRT присоединить не получилось, так как они строили тоннели по совершенно другим стандартам, и поэтому они принадлежат так называемому дивизиону A, и за ними сохранились циферные маршруты. Ну и как вы могли догадаться, циферные и буквенные маршруты не ходят по одним и тем же линиям. И наконец в 1979 году были введены цвета линий, сгруппированные по магистральным линиям или улицам Манхэттена, по которым идут поезда. Так, например, все поезда по маршрутам ACE проходят через Манхэттен по 8-й авеню, поэтому для них выделен отдельный цвет. И этот же цвет сохраняется на протяжении всего маршрута, даже когда линии разветвляются на отдельные ветки. Что касается названий, то исключение составляют только линии Crosstown, что не идет в Манхэттен, Canarsie и Flushing. Это линии названы в честь районов в Квинси и Бруклине. Но и чтобы вы понимали, линии не равно маршруты. Одни и те же маршруты могут ходить по разным линиям. И поэтому в одну точку города в разное время суток можно доехать за разное время. И вот тут начинаются первые сложности. Некоторые маршруты имеют по 4 линии, 2 для локального следования и 2 для экспрессов. Локальные поезда останавливаются на каждой станции, экспрессы только на крупных пересадочных узлах. Звучит жутко, но тут есть лайфхак. Если посмотреть на карту, то некоторые станции обозначены черным цветом, это и есть локальные станции, а некоторые белым, это соответственно экспрессы. Для вашего удобства прилагаю список подобных маршрутов. Итак, поезда 1C, G, L, M и W всегда локальные и останавливаются на всех станциях. Поезда 2, 3, 4, 5, A, B, D, E, F, N и Q частично имеют как локальные, так и экспресс-остановки на их маршрутах.
А вот поезда J, Z, 6 и 7 меняются в зависимости от дня недели или времени дня. Так, например, в час пик некоторые маршруты превращаются из локальных в экспресс в пиковом направлении или начинают ходить по дополнительным линиям, по которым обычно не ходят. А в выходные и по вечерам некоторые маршруты отменяются, либо укорачиваются. Для большего понимания этой системы прикладываю схему, как MTA определяет время суток для работы своих поездов. Итак, в будни мы имеем следующее расписание. С 6:30 до 9:30 утра утренний час пик. С 9:30 до 15:30 день. С 15:30 до 20:00 второй час пик. С 20:00 до полуночи вечер. С полуночи до 6 утра 30 минут ночь. Выходные и праздники с 6:30 до полуночи день, с полуночи до 6:30 ночь. С этим разобрались, но из-за того, что метро круглосуточное, возникают новые проблемы. Во-первых, поезда не ходят с той же регулярностью, как они делают в некоторых других городах. Вот, например, именно на этом видео поезд только что ушел, и следующий будет лишь через 10 минут. Ну а на некоторых маршрутах приходится ждать гораздо дольше. Ну и плюс ко всему его все-таки нужно ремонтировать и чистить от всего этого срача. Но этот момент я даже комментировать не хочу. В своем предыдущем видео про топ-10 ассоциаций с Нью-Йорком я рассказывал, что тут везде воняет мочой. И вот прямое тому доказательство. Ну и как вы понимаете, ремонт линий в свою очередь приводит к тому, что поезда могут изменять свой маршрут и уезжать вообще на другую линию. Так, например, M-Train идет по этой траектории, а Чамбер-стрит находится вообще здесь. Но это вдвойне весело, когда ты сел на правильный поезд, и, будучи супер уставшим, не особо вслушивался в объявление и тупо доехал до конечной. А бывает наоборот. Вовремя спохватился, проехал пару станций мимо и обратно уже не можешь вернуться, так как на этой станции нет перехода, и тебе нужно или проехать немного дальше, или выходить из метро, переходить улицу и еще раз платить за проезд. Хорошо, если у тебя безлимитный. Другое дело, если ты приехал на пару дней. Будет обидно. А самый кайф, зайдя в метро, увидеть, что оно закрыто. Поначалу в голове происходит небольшое короткое замыкание. И как только ты отвисаешь, ты начинаешь искать объявления. И действительно, Нью-Йорк предлагает тебе бесплатные шаттлы. Это, конечно же, отнимает очень много времени. Но это все же лучше, чем потратить деньги на такси или вообще никуда не попасть. У меня для вас есть несколько советов, как избежать попадания в неприятную ситуацию. Первый, он же самый простой, это просто быть внимательным. Если в метро есть какие-то изменения, вы обязательно увидите объявление. Второй способ – это спросить у бортпроводника, благо они тут есть в каждом поезде метро. Третий способ – это воспользоваться официальным сайтом MTA. Здесь вы можете найти много полезной информации. Так, например, прямо сейчас я зашел на сайт и вижу, что метро с часу ночи до 5 утра закрыто, хотя обычно оно круглосуточное. Но давайте на чистоту. Мало кто из нас реально будет пользоваться сайтом для поиска подобной информации перед каждым своим трипом. Другое дело официальное приложение MTA. Здесь вы можете как увидеть запланированные ремонтные работы, так и построить свой собственный маршрут. Например, я хочу посмотреть на Empire State Building. Вбиваем адрес и находим предлагаемые варианты. Мое же любимое приложение это Citymapper. Его функционал гораздо шире, чем у MyMTA. Здесь вы можете увидеть, как работает любой транспорт города, ознакомиться с изменениями расписания и увидеть, где идут ремонтные работы, посмотреть одну из 7 прилагаемых карт города Нью-Йорк. Ну и конечно же здесь вы можете построить свой собственный маршрут. Например, я хочу посмотреть Bryant Park, что на 42-й стрит. Ввожу адрес и нахожу все возможные варианты, как добраться туда в данный момент. А что мне нравится больше всего, так это то, что тут вы видите не только время в пути, но и стоимость вашего трипа, включая все пересадки. Ну и конечно же хочу отметить один небольшой бонус от этого приложения. Оно доступно практически для каждого города мира, в котором есть метро. Так, например, в настройках мы можем выбрать Москву и увидим, что здесь доступны все те же самые функции, что и в Нью-Йорке. Ну и давайте расскажу немного про стоимость проезда в метро. Так, например, с помощью этого терминала вы можете узнать остаток баланса на карте. А с помощью этого терминала вы можете купить себе проездной. Оплата доступна как наличными, так и банковскими картами. В зависимости от региона проживания, терминал доступен на разных языках. Но давайте выберем английский язык. Выбирайте Single Ride, если вам нужно доехать лишь в одну сторону и у вас еще нет карты. Вы потратите всего $3. Ну а если у вас уже есть карта, переходим в меню MetroCard. Здесь нам нужно выбрать Refill Your Card, пополнить вашу карту. Вставляем карту в картоприемник. На экране мы видим два пункта. Add Value, где вы можете пополнить себе счет на любую сумму из представленных, или же добавить время. Это самое выгодное. Вы можете купить безлимитный проезд за $33 на 7 дней,
или за $127 на 30 дней. И как мы уже знаем, здесь можно платить либо картой, либо наличными. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что этот ролик был интересным и полезным для вас. Подпишись на канал, включи уведомления, чтобы не пропустить ничего нового. Ну а я с вами прощаюсь, скоро увидимся. Пока!